Спортивная карьера Конора Макгрегора описывается одной фразой: «Через тернии к звездам». Первый в истории обладатель наградных поясов в 2 весовых категориях UFC. Он уникальный спортсмен, чья биография поистине примечательна. Благодаря постоянным выпадам и провокационным действиям Конор то и дело мелькает на главных страницах всех мировых СМИ. Он мастерски перевоплощается из серьезного брутального спортсмена в склочливого и агрессивного скандалиста, приковывая к себе взгляды не только спортивных фанатов, но и обычных зрителей. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Конор Макгрегор и сколько он зарабатывает. Конор Энтони Макгрегор появился на свет в столице Ирландии Дублине 14 июля 1988 года. Уже в детстве мальчик проявил интерес к спорту и изначально увлекся футболом. Парень был ярым поклонником футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Детство Макгрегор провел в Дублине, а в 2006 году семья переехала в Лукан. Конор рассказывает, что каким бы ни был его возраст и какие бы сложные бои ни предстояли, в его карьере всегда играла большую роль мама. Именно она договорилась с тренером Макгрегора, чтобы тот убедил сына не бросать единоборство, когда наступили сложные времена. Первым профессиональным тренером чемпиона стал Джон Кавана. Он научил подопечного тому, что великие люди не боятся проигрывать. Они просто встают и идут тренироваться дальше. Личная жизнь Конора Макгрегора – полная противоположность тому, что происходит на ринге, тихая и размеренная. Избранница бойца Ди Девлин. История любви пары началась в ирландском ночном клубе и вылилась в свадьбу в 2007 году. Жена не переставала верить в Конора и поддерживала даже тогда, когда супруг не приносил деньги. До прихода в UFC спортсмен жил в бедности. Основным источником его дохода было пособие по безработице, составлявшее немногим более $200. Это распространенная ситуация среди начинающих бойцов, но мало кому из них потом удается пополнить ряды коммерчески успешных спортсменов. У Конора это получилось. Осенью 2016 года стало известно, что Конор и Ди ждут ребенка. Новость обрадовала бойца. Семья и дети для него не менее важны, чем звездная карьера. Ирландец решил отказаться от боев до мая 2017-го, так как его супруга всегда очень переживала, когда он дрался. Сына назвали Конор Джек Макгрегор. Спортивную карьеру в ММА боец начал в легком весе. В первом серьезном бою, прошедшем в 2007 году на турнире Ring of Truth 6, Конор уже в первой пятиминутке отправил в технический нокаут Сиарана Кэмпбелла и стал победителем. В 2012 году Макгрегор перешел в полулегкий вес и всего за 2 боя стал лидером Cage Warriors. Затем вернулся в легкую категорию и забрал чемпионский титул у Ивана Бухингера, одновременно оказавшись действующим чемпионом сразу в 2 категориях. Руководство UFC впечатлилось успехами спортсмена и предложило профессиональный контракт. Первым соперником бойца в новой организации оказался Маркус Бримейдж. Бримейдж активно атаковал ирландца, но под тяжестью его техничных и предельно точных ударов потерпел поражение. Далее последовали еще несколько побед и вызов Жозе Альдо, на тот момент актуальному чемпиону UFC в полулегком весе. Схватку промоутеры запланировали на июль 2015 года, однако Жозе получил перелом ребра и сразиться с Конором не смог. Противником ирландца в назначенном матче стал Чад Мендес, которого Макгрегор успешно одолел, заполучив статус временного чемпиона в полулегком весе. Первое поражение ирландцу в боях под эгидой UFC нанес Нейт Диас в феврале 2016-го. В августе того же года в матче-реванше на звание чемпиона UFC в полусреднем весе Макгрегор все же одолел Диаса. А осенью 2016-го Конор заполучил титул чемпиона UFC в легком весе. Американец Эдди Альварес, носивший наградной пояс до него, не сумел выстоять в схватке с напористым бойцом. Тогда же о желании встретиться с Макгрегором начал высказываться Хабиб Нурмагомедов. Еще одним спортсменом, жаждущим сразиться с ирландцем, стал обладатель многочисленных титулов – боксер Флойд Мейвезер. Пресс-конференции с взаимными оскорблениями и обещаниями разорвать друг друга подогревали интерес публики, и бой по правилам бокса состоялся в августе 2017 года. В 10-м раунде Мейвезер нокаутировал дерзкого Макгрегора, выиграв бой. Чем ближе был бой Конора и Хабиба, тем больше оскорблений адресовали бойцы друг другу. В это были вовлечены родственники, другие спортсмены, даже государственные чиновники. На предваряющую бой пресс-конференцию, где стороны вновь поупражнялись в сквернословии, организаторы не допустили болельщиков в целях безопасности.
7 октября 2018 года состоялась встреча года между Конором и Хабибом, которая закончилась победой россиянина после удушающего приема в 4-м раунде. В итоге Хабиб защитил звание чемпиона, но ему отказались торжественно вручить пояс, сославшись на непристойное поведение после боя. По словам Хабиба, на протяжении всей подготовки к бою и рекламной кампании Конор и его команда многократно оскорбляли Нурмагомедова, религию и членов его семьи. Конор прославился не только благодаря победам, но и эффектному внешнему виду. Фирменной чертой стиля Макгрегора стала окладистая борода. По его признанию, он решил отрастить ее, чтобы скрыть шрамы на лице и несовершенство кожи. В гардеробе спортсмена есть шубы из натурального меха, из-за чего он часто становится объектом нападок со стороны защитников животных. Во время дебютного ивента UFC в Нью-Йорке Конор вышел к публике в белоснежной шубе Гуччи, после чего экоактивисты забросали его аккаунт протестами и обвинениями в жестокости. В октагон Конор выходит фирменной походкой, которую придумал промоутер Винс Макмен. В области pay-per-view, где зрители платят за просмотр телевизионного контента, ирландцу нет равных. У Макгрегора талант ньюсмейкера и за пределами спортивных площадок. Уже стало притчей красноречия спортсмена, драки с рефери и охранниками. Даже фильм о его жизни называется «Печально известный». А весной 2018 года Конор наделал шуму, напав на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором сидели Хабиб Нурмагомедов и американец Рэй Борг. В апреле 2019-го боец стал участником очередного скандала, на сей раз не спортивного. В пабе Marble Arch в Дублине Макгрегор ударил старика, отказавшегося пить с ним виски. Охрана вынудила спортсмена покинуть заведение. Полиция начала расследование, однако до сих пор неизвестно, понес ли Конор наказание. В 2019 году спортсмен не выходил в октагон после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Поговаривали даже, что тот бой станет для Макгрегора последним, но боец решил иначе. За это время ирландец посетил Россию, где стал гостем программы «Вечерний Ургант». Выпуск с его участием в итоге занял 2-е место по просмотрам за год. Во время визита Макгрегор похвалил предложенную водку и провел тренировку под гимн России. В январе 2020 года Макгрегор вновь вышел сражаться и победил американца Дональда «Ковбоя» Сероне, причем бой завершился менее чем за минуту. Зрители просто не поверили своим глазам, когда Макгрегор свалил соперника всего несколькими ударами. По отношению к Дональду ирландец повел себя неожиданно тактично. Во время битвы взглядов подал руку, а после победы первым делом обнял и утешил поверженного Сероне. На осень 2020-го у спортсмена был запланирован поединок с победителем схватки Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон, но по понятным причинам этот бой пришлось отложить на неопределенное время. Очевидно, что руководство UFC вновь хочет свести ирландца с россиянином, поскольку публика жаждет окончательной разборки между ними. Интересные факты. Конор Макгрегор любит дорогие часы. В его коллекции десятки экземпляров ведущих брендов. Благодаря огромным гонорарам в UFC он пополняет ее образцами с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Больше всего спортсмену нравится марка Rolex. Конор любит все дорогое и брендовое, и машины не являются исключением. В его автопарке такие машины, как Rolls-Royce Ghost, Cadillac Escalade, BMW i8, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz S550 Coupe, McLaren 650S, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. В 2019 году боец признавался, что подумывал о получении российского гражданства. Правда, не столько из симпатий к стране, сколько из экономических соображений. Позже он все же решил отказаться от этой идеи. Во время визита в Москву Конор сфотографировался с Владимиром Путиным. Выложенный в соцсетях снимок спровоцировал бурное обсуждение у фанатов. Конор – потрясающий пример не только того, как упорный труд и вера в себя приводят к успеху, но и правильного построения и коммерциализации личного бренда. Шумный, склонный к провокациям и игре на публику, при этом безумно патриотичный и харизматичный, но при всем этом крайне расчетливый. Всего за 2019 год, по данным Forbes, Конор Макгрегор заработал $47 миллионов. Доходы бойца состоят из денег, которые он получает за непосредственно бои и сопутствующие им поступления, а также на бизнес-активности самого Конора и его спонсорские сделки. Когда-то за первый бой в UFC в 2013 году Макгрегор получил всего $8 тысяч. Позже карьера пошла по восходящей, как и гонорары.
В 2015 году Конор стал первым бойцом UFC, который получил за выход $1 миллион. От смешных цифр до семизначных гонораров Конор рванул всего за 3 года активной карьеры. В 2016 году Конор разобрался с Жозе Альдо за 13 секунд, а заработал при этом $8 100 000, то есть за каждую секунду, проведенную в октагоне, он заработал примерно $620 000. В 2017 году Конор только за бой с Флойдом Мейвезером заработал около $85 миллионов. Тот бой по платной подписке посмотрели 4 300 000 зрителей, а совокупный доход от просмотра составил $550 миллионов. Бой с Хабибом Нурмагомедовым также стал золотой жилой для ирландца. Несмотря на то, что базовый гонорар за бой составлял $3 миллиона, в общей сложности Конор поднял 30 миллионов. Как ни странно, оба последних боя для Конора закончились поражениями, но именно на них боец заработал больше всего. На этих же боях поднялся и новый бизнес Конора – производство виски. В 2018 году Макгрегор презентовал ирландский виски Proper 12, производящийся на семейном заводе Airy Born Spirits. Часть вырученных средств, $5 с бутылки, перечисляется на благотворительность. Спортсмен заявил, что хочет поддержать подразделение службы спасения в тех регионах, где продается напиток. Бутылка виски стоит в районе $30, и всего в мире продали уже более 200 000 бутылок. Тем не менее, Макгрегор не забывает, что в первую очередь он спортсмен и пытается монетизировать и эту область. Например, запустил портал MacLife, в котором делится секретами подготовки к боям, а также публикует новости про ММА, здоровый образ жизни, мотивацию, ну и личными новостями про себя любимого. Вообще ирландец активно вкладывается в медиа и диджитал. Например, создал приложение McGregor Fast, где по подписке пользователи приобретают программу тренировок и питания от бойца. Кроме того, он сделал еще несколько приложений. MacTalk позволяет всего за $1 получить доступ к самым бодрым цитатам ирландца, а MacMoji за $2 добавит к вам в телефон специальные эмоджи от Конора. Немаловажное место в доходах ирландца играют и привычные спонсорские сделки. Одна только компания Reebok ежегодно пополняет карман Конора на $5 миллионов. Помимо этого, он рекламирует сеть фастфуда Burger King, наушники, сотрудничает с производителями модной одежды и энергетических напитков Monster Energy. Если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.